Беларусь живет за счет импорта энергоресурсов. Основное топливо страны — природный газ и нефть, и его мы получаем из России. И даже топливо для АЭС, которую, к слову, построили на российские деньги, мы тоже берем у соседней страны. Так, тепло и свет в Беларуси зависит от импортной энергии. И эта зависимость, как показывает наше исследование, только растет. То, что Россия практически единственный поставщик газа и нефти, сложилось исторически. В советские времена все было понятно, а сейчас причина в финансах. Если бы Беларусь закупала газ по мировым ценам, то в 2023 году нашей стране пришлось бы переплатить за него около 4 миллиардов долларов. В 2022 году разница была еще больше – почти 20 миллиардов долларов из-за довольно высоких цен на газ в Европе. Так что экономия сейчас огромная. Вопрос – во сколько обходится такая стратегия для бюджета и делает ли она страну уязвимой? Давайте разберемся. Главный потребитель энергии в Беларуси – это промышленность. За ней идут люди, которые тратят энергию на отопление домов. На третьем месте – транспорт. И сколько все это стоит? Для транспорта в Беларуси используются бензин и дизель. Они обходятся стране в 5–5,5 миллиардов долларов. Чтобы осветить и отопить заводы и дома, страна тратит примерно 700 миллионов долларов. И еще больше миллиарда долларов уходит на электростанции и котельные, которые превращают газ и другое топливо в свет и тепло. А что насчет собственных ресурсов? В Беларуси есть торф, дрова, биогаз и немного гидроэнергии. Но это несерьезно. Своих запасов хватает разве что на обслуживание деревень. Так, доля местных видов топлива в энергобалансе Беларуси не превышает 17%. В Беларуси есть и своя нефть, но ее тоже мало. Своя добыча составляет около 2 миллионов тонн нефти в год, а стране реально нужно 7–8 миллионов. Эту разницу также перекрывает импорт. В 2024 году появился новый игрок – БелАЭС. Спустя годы станция все же вышла на плановую мощность и заняла заметную долю в энергобалансе. Но есть две проблемы. Первая – топливо для станции все так же закупается в России. Вторая – атомка дает электричество. А чтобы согреть страну, нам нужен газ. Таким образом, ключевые тепло и свет в Беларуси сильно зависят от импорта, даже несмотря на АЭС. Даже короткое отключение света оборачивается для любой страны огромными потерями. И когда мы говорим про стабильность поставок, речь не только об экономике, но и буквально о жизни людей. Для наглядности эксперты Альянса «Зеленая Беларусь» построили математическую модель энергетики Беларуси. Соединили в одну схему заводы, электростанции, трубы и сети и посмотрели, что будет, если хотя бы один элемент даст сбой. Вывод оказался пугающе прост. Все риски для Беларуси сводятся к двум главным сценариям. Первый – поставки энергии останавливаются. Второй – цены взлетают так, что платить уже невозможно. И главная причина этих рисков – зависимость от импорта, особенно от российского. Ведь Беларусь не контролирует ни сами ресурсы, ни каналы их доставки. И это делает систему уязвимой. Если рассмотреть вариант с поставками энергоносителей через ЕС, картина выглядит иначе. У европейских стран есть доступ к мировому рынку, их системы работают стабильно, а политические факторы оказывают меньшее влияние. Но и здесь есть ограничения. Мощности в Польше и Литве не рассчитаны на большие объемы, и быстро заменить ими привычные потоки импорта Беларусь не сможет. История показывает, самые тяжелые кризисы не случайность, а инструмент давления. И Восточная Европа уже видела не один такой энергетический кризис. 1990 год. Литва объявляет о независимости, Москва отвечает экономической блокадой. Останавливает поставки нефти и газа, в стране остаются без топлива, электростанции, заводы, ограничивают продажу бензина и отопление домов. 2006, 2009 и 2014 годы. Россия прекращает поставки газа в Европу через Украину, объясняя это тем, что Украина забирает часть газа себе. Украинцы же говорят, что Россия использует газ как механизм давления. Пока страны спорят, миллионы европейцев рискуют остаться без света и тепла зимой. 2021-2022 годы. К власти в Молдове приходят проевропейские силы, на этом фоне Россия поднимает цены на газ, Молдова оказывается в тяжелом положении и вынуждена искать новых поставщиков. 2022-2023 годы. Россия вторгается в Украину, Европа вводит санкции против россиян и в ответ получает сокращение поставок российского газа. В европейских странах растут цены на газ и электричество, что приводит к инфляции. Чтобы избежать масштабного кризиса, страны ЕС ищут новых поставщиков в США и Катаре и активно переходят на возобновляемые источники энергии. И Беларусь переживала подобные кризисы. 2002 год. Поставки газа сокращаются на 50%. 2004 год. И снова ограничение поставок газа. 2006, 2007 и 2010 годы поставки газа ограничивались или прекращались на непродолжительный срок. 2020 год. Беларусь не получает нефть из России на протяжении 3 месяцев. Эти примеры показывают, как часто энергия превращалась в рычаг давления, из-за которого даже сильные экономики становились уязвимыми. И в любой истории главное – сделать выводы, поэтому Беларусь должна уже сейчас просчитать риски и иметь план «Б».
Учитывая зависимость энергетики Беларуси от импорта, очередной кризис – это вопрос не если, а когда. Но какой именно кризис нам грозит? Давайте разберемся. Что касается черного золота, Беларусь уже покупает нефть практически по мировым ценам, около $60 за баррель. Даже если цены на нефть будут неустойчивы, для Беларуси это не станет шоком. Уязвимость Беларуси – это газ. Если поставки остановятся или цены поднимутся до биржевых, стране придется покупать газ по мировым ценам, а это втрое дороже, чем мы платим сейчас. Чтобы снизить риски, Беларуси следует работать над увеличением хранилищ газа и нефти, увеличить использование своего топлива. Проще говоря, сосредоточиться на том, как сохранить больше чужих ресурсов и приумножить свои. Это отдалит от катастрофы, но, будем честны, полностью от нее не спасет. Прекращение поставок газа из России поставит Беларусь в ситуацию, когда придется одновременно вести переговоры и с Москвой, и с Европой. Теоретически страну может выручить реверс газопровода Ямал-Европа, мощности которого хватило бы, чтобы закрыть все потребности. Но тут возникает главная проблема – цена. Европейский газ дороже в разы, и для Беларуси это означало бы миллиарды дополнительных расходов. В относительно спокойном 2023 году это обошлось бы стране в лишние $4,2 миллиарда, а в кризисном 2022 почти в 20 миллиардов. Для понимания масштаба это почти в 2 раза больше, чем все золотовалютные резервы страны. Кроме газа, у Беларуси есть и другие чувствительные моменты, например, электрические сети. Любая крупная авария может оставить без света целые районы, как это было в Мозыре летом 2024. Чтобы избежать повторения, стране нужны генераторы, запасы топлива и детали для быстрого ремонта. Еще одна угроза – дорогое тепло. Сегодня белорусы платят за отопление лишь около 20% его реальной стоимости, остальное покрывает государство. Если эта поддержка исчезнет, счета могут вырасти в разы. Выходом из этой ситуации может стать утепление домов, а еще создание фондов адресной помощи для населения. Но как понять, что кризис уже близко, и быстро сориентироваться? Есть несколько сигналов, на которые стоит обращать внимание. Например, газовые и нефтяные хранилища вдруг начинают пустеть быстрее обычного. Или внезапно объявляют крупные ремонты на трубопроводах. Бывает и так, что малозаметные компании неожиданно резервируют мощности в соседних странах. Все это может быть сигналом, что кто-то сознательно готовит перебои в поставках. Если посмотреть на эти факторы, можно смело заявить: Беларусь пока не в кризисе, но страна уже находится в уязвимом положении. Беларусь выстроила энергетику вокруг импорта, и это десятилетиями казалось выгодным решением. Но опыт соседей и собственные кризисы показывают, когда энергия превращается в инструмент давления, зависимость становится ахиллесовой пятой. Самые слабые точки нашей энергетики – газ и тепло. Газ напрямую влияет на цены электричества и отопления, а система субсидий лишь маскирует настоящие риски. Сегодня государство покрывает около 80% стоимости тепла, и это работает, пока условия стабильны. Но любое колебание цен или перебой с поставками превращаются в удар и по бюджету, и по людям. И сейчас у Беларуси есть выбор – ждать, пока удар случится, или начать действовать на опережение. Запасы топлива, модернизация производств, утепление, поддержка уязвимых групп населения – это не второстепенные задачи, а условия, без которых страна может остаться без плана «Б». История дает простой урок. Кризисы приходят туда, где к ним не готовы. Если начать действовать сегодня, у нас есть шанс смягчить последствия и уберечь людей и экономику от настоящей катастрофы.